Всем привет! С вами Ларри и Эланор. Вы только что посмотрели распаковку прекрасного гейминг-кита от компании Ubisoft по Assassin's Creed Valhalla. Если вам понравилось, ставьте лайк, а мы переходим к оценке. Ну что, мы сейчас обязательно расскажем вам, что нам конкретно понравилось, что не понравилось в этом наборе. Но сперва, наверное, вам интересно, откуда вот это вот богатство и почему здесь сидит Эланор. А это богатство, оно принадлежит ей. А почему оно? Как вообще? Где? Откуда? Немножко неверно, оно не принадлежит только мне. Данный гейминг-кит прислали нам с моим молодым человеком как дуэту Ride-Beat. Мы являемся активными представителями сообщества Assassin's Creed, Ubisoft Starplayer Assassin's Creed и членами гильдии наставников Mentors Guild. Это организация, которая, сообщество активных представителей международного комьюнити Assassin's Creed, которое было образовано несколько лет назад. И вот в этом году оно расширилось, сюда включили больше представителей региональных, и в том числе несколько замечательных ребят из нашего комьюнити. Это большая честь. И вот такой вот подарок нам приехал на обзор, лимитированный. 300 штук всего. Да, как сообщается на карточке внутри. Это набор, созданный всего лишь в размере 300 штучек. И это безумно приятно быть обладателями такого комплекта. Да, фанаты, наверное, Assassin's Creed сейчас такие... Ну ладно, на самом деле спасибо большое, что ты позволила распаковать для наших зрителей такое сокровище. Я думаю, что, то есть, если бы не вы, не ваш дуэт и не прекрасный Ubisoft, которые прислали вам такой замечательный подарок, мы бы даже и не знали бы, что такие вещи существуют классные, правда? Если понравилось, ставь лайк. Не забывайте ставить лайки. Так, карточки, я тут ими машу. На самом деле на них очень полезная информация. Если вы вдруг смотрите нас с телевизора, не с телевизора, а с телефона, и не смогли прочитать, что же на них написано, здесь на одной написано по-английски, и Эланор прекрасно знает английский язык. Хорошо. На самом деле, в данном ките международном, к сожалению, недоступной для нашего региона, должна была быть еще прекрасная виниловая пластинка. Но, к сожалению, она к нам не приехала, но на одной из карточек... Да, там, где код, вот код. Ты его не свети сейчас, код. Не свечу код. На одной из карточек есть код и адрес, по которому мы можем скачать нашу цифровую версию альбома, что мы обязательно сделаем. Мы насладимся музыкой, потому что саундтрек этой игры, как и всех игр, собственно, Assassin's Creed, безумно прекрасен и создает непередаваемую атмосферу. Просто слушать, а уж слушать во время игры просто прекрасно. Здесь об этом. Дословно, так, музыка всегда являлась ключевым элементом серии игр Assassin's Creed, и Valhalla не исключение. Музыка Джаспера Кита, Сары Шайзен и норвежского музыканта Эйнара Селвика поможет вам погрузиться в ваши приключения в темных временах Англии. Ты знаешь этих людей? Да, не всех, но музыку уже частично слушала. У последнего композитора это группа... Ой, господи, забыла. Они, кстати, приедут с концертом. Если все случится, они приедут. Вардуна вспомнила. Вардуна. Джаспер Кит – это автор самый известный, самый любимый поклонниками композиции, и не только Остак второй части Assassin's Creed. Ezio Family, музыку Сары, боюсь, я неправильно читаю ее фамилию. Музыку Сары. Мы слышали в Unity. И в Вальгалле объединились они вместе, так что это просто бомба. Ты мне за кадром рассказывала, что есть какая-то группа, куда можно будет пойти, они там что-то готовят альбом. Так как мы не можем поставить на YouTube оригинальную музыку, потому что мы получим за это, вы сами знаете, от Аташек, но мы можем вам дать ссылочку на
вот персонажей этих. Есть прекрасная группа наших друзей, которые тоже являются членами Mentors Guild, Assassin's Creed.ru, и буквально сегодня они опубликовали вышедший альбом с композициями, так что заходите к ним в группу, открывайте альбом и наслаждайтесь музыкой, можете сохранить себе альбом в плейлист и погружаться в атмосферу. Ссылочка будет в описании обязательно, поэтому идите в описание, там сегодня много всего интересного. Вот как эта ссылочка, например. Что хочу сказать про эти самые открыточки. Хорошая, качественная полиграфия, она еще текстурированная, такая, прям приятненькие они на ощупь, такие прям асюсяй, любовь. Да, то есть она классная. Это что касается открыточек. Что у нас тут дальше вкусного еще есть? У нас тут дальше есть, давайте, по-нашему, по тематике канала, фигурки. Они, конечно, как попы, но с другой стороны, как попы. Они как попы. Все поняли. Такое разрешено говорить? Конечно. Я же сказала, попсы, ладно. Попс. Вот они мне нравятся больше, чем попсы. Больше, чем попы. Нравится больше, чем попсы. И это хороший, например, старт для того, чтобы начать собирать, коллекционировать фигурки. Или, например, если вы не можете себе позволить полноценную статую, но персонажа хотите, то, в принципе, вот этот вариант шикарный. То есть вот эти вот юбикосовские маленькие, занимающие много места. Да, Ubisoft Heroes линейка шикарная. Мне кажется, потрясающая. Маленькие, разнообразные, да. То есть здесь вот на обратной коробке можете увидеть. То есть это уже вторая, если не соврать, третья по счету линейка. Линейка общая Ubisoft Heroes, да. Но они выпускали по 4 фигурки по разным играм, и вот сейчас у нас 2 викинга, король каких-то сердец. Король сердец это из Watch Dogs Legion и панда из Just Dance. Будет интересно посмотреть, кто будет следующим. Так что да, это очень круто. Очень удобно на полочку поставить. Да, она вообще, мне кажется, везде вместится. Сделаны они, конечно, простенько. Это понятно, что там ценители детализации не поймут, скорее всего. Но, вы знаете, сделаны при всем при этом достаточно... Косички. Да, достаточно хорошо. Это действительно так. То есть простенько, но как говорится, со вкусом. Покраска лица хорошая. То есть очень хорошо покрашены. Декали глаз. Сколько они примерно по рынку стоят? Их же можно сейчас купить, да? То есть да, коллекцию Ubisoft Heroes можно приобрести отдельно, боюсь соврать, 1300. Классно. Если вот любите Вальгалу, любите Assassin's Creed, хотите фигурку, вот, пожалуйста, их можно найти. Стоит недорого для коллекционирования, там, не знаю, раз там в месяц, а то и в квартал, может быть, вы, все зависит от финансовых возможностей. Если, например, если вам нравится Эйвор, женщина, да, но вы не можете себе позволить коллекционку по Assassin's Creed с большой фигуркой, то вот у вас есть. Ребята, серьезно. Слушайте, там сейчас начнется. Ой, у нас тут штуки классные, да, потом будем пылесосить будем. Коту понравится. Да. Короче, это вообще офигенно. Вот я их когда увидела, я сначала подумала, что думаю, пластик, думала. Нет, не то, что... Нет? Да, во-первых, то, что они как бы, из серии были отлиты, а они сделаны реально на одной из этих карточек, да, информация как раз про то, что это реальные... Это действительно рога, которые специально обработаны, и из них можно пить. Вот это, то есть гравировка, и из них можно пить, так что... Это просто, да. Где наше бухло? Нит. Надо купить. Нит. Нужно купить чай. Что вот это такое? Это крейцы, да, на пояс. То есть вы вот так вот. Будет пояс такой вот. Натуральная кожа. Как человек, который занимается любительски кожевенным ремеслом, есть некоторые замечания, например, вот необработанный край. Слушай, это заводская же вещь. Это заводская, да. То есть, да, доработать
работаем. Так, пилим напитки, слушайте, это еще и как это, увлечение, да? И, кстати, ну вот из интересного, да, как вы видите, рога разной формы, ну потому что это действительно настоящие рога, и крепление у них, соответственно, по размеру, ну, может быть, не все идеальны, вот этот хорошо сидит, этот великоват, ну, тут тоже доделаем. Вот, так что теперь у нас есть с Антоном рога. Тихо, стоять. Стоять. Стоишь, стой. Мы с тобой как они чокаются? О, прикольный звук такой классный. Класс. Мне нравится. Нравится. Да, клади, да, снаружи. Так. Она все-таки упала. Класс. Может, мы ее положим? Нет? Да, пускай стоит, я ее придерживать буду. Давай я ее подопру. Подопри. Что это такое? Расскажи мне. Звучит как... Ну, вы видели, да, вы видели же. Мы видели. Бусины. Вы наверняка тоже такие, типа, для чего? Бусинки. В бороду. Ну, да, то есть если вы обладаете прекрасной бородой... Мы свои сбрили, простите. Не получится. Не ожидали. Да. То можно вплести в бороду. Как вы видели по дизайнам, что викинги украшали себя и бороды, и волосы заплетали в косы, и туда можно вплести разные бусинки. Да. Ну, если вы не увлекаетесь. У меня нет бороды, но у меня есть длинные волосы. Тоже вариант, да. Либо можно сделать браслетик, надеть эти бусинки на браслет и носить как украшение на шею. Так что засовывайся. Видите, как классно. Ларри дурочка сегодня, все хорошо. Они металлические, если вдруг вы не поняли, из крупных планов они металлические. Они очень крутые, ну это прям и тяжеленькие такие, прям тяжеленькие. Да. Слушай, осталось на самом деле самый вкусный косметоз. Самое интересное, представляете, косметика. Косметосик. Давай вот с этой черной штуки начнем. Вы видели, что это такое? Это, короче, штука, мы сейчас не будем мазаться, да. Это черный грим, представляете? То есть, когда вы собрались на рейд, надо же украсить себя. Вот так вот просто. Щекос просто, слушайте. Боевая раскраска. А она пахнет как гуталин. Давай. Нет? Она маслицем покрыта. Ну, то есть надо немножечко поработать. Смотрите, посмотрите. Да, смотрите. Вот, видите? Действует. Как это? Косметическая рубрика. Вот видите, мы берем, значит, вот эту вот штучку. Я не знаю, как делают это бьюти-блогеры, они как-то это особенно делают. Я не бьюти-блогер, извините. Я вот могу руку себе испачкать этой штукой. Слушай, ну классно, ее если как следует растушевать, да, то она будет как тень. То есть можно этот контуринг делать. Легкий. Да. Что, нормально вообще, мне кажется? Нормально. Унисекс. Да, да, очень крутая штука. Что у нас здесь? Что у нас? У нас там это один. Лосьон для бороды. Для бороды. Нюхать будем? Давай. Любительницы, занюхаем. Ну, сейчас как занюхаем. Как А что оно не... О, слышу. Ну-ка. Если вы настоящий викинг. Да, слушайте, пахнет очень приятно. Викинг, и у вас есть борода, вот средства по уходу за бородой. Очень да, полезно. Отдам второй половинке нашего дуэта. Да, своему викингу отдашь. Да, и вот он у нас старается отращивать бороду. Сколько можно с накладными ходить? Вот так. А другое это лосьон для волос. Вот это уже пригодится не только мужчинам, но и женщинам. Очень полезно. Состав тут такой неплохой. А как его? Его после душа? Там еще где-то есть инструкция? Мне кажется, если это лосьон, то, скорее всего, его после после мытья наносить на длину, скорее всего, не у корней, чтобы не было жирного эффекта, а именно... Наверное, он еще поможет еще косичку для улучшения. Кстати, между прочим, тут я только сейчас заметила, 2 топора и коса. И коса, да, тут борода. И 2 топора, да.
Татуировки. Какой же викинг без татуировок? Без таких крутых татуировок. Потрясающие дизайны, в которые просто влюбилась. Они прям очень крутые. Подписчики на нашей группы знают, что мы увлекаемся тиснением по коже, и вот эту вот птицу мы делали уже 2 раза, и она потрясающая. Я бы, наверное, такое даже как перманентную татуировку сделала. Прикольно. Или вот ворона. Да, волк хороший. Классно, да. Или вот ворона тоже. 3-листник, кстати. Да, очень красиво. Супер, мне кажется, что мы даем... конечно же, инструкция. Да, даем медальку всему этому богатству супер-пупер. Это, мне кажется, просто вау, да. Ну и сейчас у нас опять все уедет спокойно. Держится. И вот это, конечно... А ты оставишь себе эту штуку? Вот эту конкретно? Или ты прям выгребешь и выкинешь? Не знаю. Оставляй, конечно. Ты что, кому-нибудь... Например, ты делаешь какому-нибудь... на день рождения подарок. Ты этой штуки напихала туда, и вообще шикарно. Мне кажется, это что... Блин, она такая прям... щупабельная. Прям... Как это, кому чего, а Ларе в коробку залезть, да, с бумажкой порезанной. А главное, коробка такого размера, что там прекрасно поместится котик. Да, наш котик спит. Не покажем вам. Крутой ящик, в нем можно лук хранить. Или кота. Кого чего, да, кто о чем. Никогда не мешает лишняя коробка в доме. Главное найти ей место. Особенно такой крутой ящик, у которого крышка вот эта вот, она, кстати, у него не просто же так снимается, она у него именно вот задвигается туда. Так вот смотрите. Хороший фанерный ящик. Вот. Со звуком. Да, слушайте, классно. Мне кажется, все. Мы вам все показали, все рассказали, свои эмоции вам выдали. Ты сама как рада? Мне очень нравится. Я прям ожидание реальности. С нетерпением жду, когда я какую-нибудь из этих татуировок попробую. Да давай прямо сейчас. Вот. Мне очень понравилось. Спасибо большое за то, что ты дала возможность вообще это обозреть для вас, показать вам. Это очень крутая тема. Жаль, конечно, что его нельзя будет где-то приобрести. То есть это эксклюзивная вещь. 300 штук, и все там разосланы по миру, да. Вот. Но я очень рада, что смогла для вас вот эту вещь показать. Если вам понравилось, конечно же, не обделите нас лайком. Пишите в комментариях, что вам понравилось из набора больше всего. Тебе что понравилось из набора? Наверное, рога. Вот мне тоже. Я держу рог такая. Потому что, да, вот это то, что можно положить на полочку рядом с прекрасным Эйвором, и он будет украшать. Да. То есть вот у нас есть... У нас как раз есть 2 дома, да, и коллекция у нас разделена по 2 домам. И вот один рог будет жить рядом с одним Эйвором на одной полочке, да, с клинком, а другой рог, наверное, будет жить вот с этим Эйвором у меня. И я явно буду использовать во время стримов вот чаечек. О, прекрасно. Чаек. Крепкий. Крепкий чаек. Крепковатый. Шикарно. Знаешь, это хлебно-игристое. Медовое. Да. Спасибо вам за то, что посмотрели ролик до конца. Ставьте лайк, действительно, если понравилось. Заходите к нам в соцсети. Ссылочку на группу RideBeat я дам в описании вместе с той ссылочкой на группу с музыкой. Вот, еще будет ссылочка на RideBeat. Приходите, смотрите их творчество. Ребята классные, очень много всего делают. Реально очень большие поклонники Assassin's Creed. Если вдруг среди вас есть поклонники, вот теперь вам есть с кем пообщаться на эту тему. Ну, а мы, наверное, прощаемся. Хочу сказать спасибо большое за помощь в съемке этого прекрасного набора и обзоров других наших элементов коллекции. Может быть, мы продолжим и показывать наших ребят тинских. Да, кстати. И книги, у нас еще книг много. Ой, надо книги читать. Кстати, да, если вы не смотрели обзоры фигурок по Assassin's Creed, это вот ребята все предоставили. Вот теперь вы увидите одну половинку. Да, увидели живьем. Все, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Пока.